Приветствую всех зрителей канала «Я строю дом на Алтае». Сегодня я расскажу, чем можно проштробить газобетон под арматуру и что выбрал я. Итак, если мы ведем кладку газобетона по всем правилам, то надо обязательно его армировать. Существует несколько способов, но сейчас мы остановимся на армировании арматуры. Для этого нам надо иметь арматуру для укладки в штрабы, клей или цементно-песчаный раствор и инструмент для получения штроб. С арматурой все более-менее понятно. Я использовал арматуру А3 диаметром 8 мм. Заполнение я делал клеем для газобетона. С ним штрабы меньше и замешивать его удобнее. Остался открытым вопрос с инструментом для получения штраб. Самый простой уровень — это ручные инструменты. Вариант с молотком и зубилом плох всем, начиная от ненужных ударных нагрузок на кладку газобетона и заканчивая бешеной трудоемкостью. Существуют ручные штроборезы, их можно купить в строительных магазинах или сделать самостоятельно. Стоит не очень дешево, насколько хватит неизвестно. Кажется мне, что режущая часть довольно быстро придет в негодность, хотя тут все зависит от качества изготовления и материала режущей части. Для удобства работы сверху газобетона на саморезы прикручивается направляющая планка, и вдоль нее возвратно-поступательными движениями получается штроба. Хотя можно и без планки, и вообще без разметки можно, но лучше с ними. Также существует самодельный вариант терки с вкрученными в нее саморезами. Этот вариант кажется мне более удачным, так как саморезы в случае чего очень просто заменить. Саморезы вкручиваются на определенном расстоянии от края терки в разбежку по длине. В итоге при рабочем движении саморезы прорезают довольно качественную штробу. Дальше рассмотрим электроинструменты. Начнем пожалуй, с самого распространенного инструмента в российских семьях – болгарки, или как правильно – УШМ. Достаточно поставить на этот инструмент диск по бетону и можно штробить. Но заранее все же желательно начертить линию будущей штробы, так как возможен увод линии реза в сторону. Также болгарку можно немного модифицировать и поставить на нее сразу два диска по бетону, что позволит прорезать за раз сразу обе стороны штробы. Есть также вариант с использованием щетки, скрученной проволокой для УШМ. Он также позволяет получить сразу всю штробу. Из минусов использования болгарки можно выделить только необходимость повышенного контроля за процессом работы, ведь болгарка очень опасный инструмент. Вариант с перфоратором, конечно же, имеет место быть, но крайне нежелателен ввиду высокой ударно-вибрационной нагрузки на кладку газобетона. Есть риск того, что кладочные швы растрескаются, и это приведет к отрыванию газоблоков. Самый хороший способ – это использование специализированного инструмента – электрический штроборез или бороздодел. Самый хороший выбор. К сожалению, не каждый самостройщик может себе позволить его покупку, тем более, что существует множество альтернатив. Существует еще один вариант – использование дисковой пилы. Именно этот вариант я выбрал на своей стройке. В отличие от болгарки, дисковая пила имеет подошву, которая прижимается к газобетону, и направляющий ограничитель. Все это позволяет выставить фиксированную глубину пропила и резать на заданном расстоянии от границы блока. Пильный диск я использовал тот, который был на дисковой пиле при покупке. Использовать его в дальнейшем для резки дерева уже не получится. Диск сильно затупляется об газобетон, и дерево вместо резания начинает гореть. Сам процесс штробления довольно прост. Вначале я провожу все пропилы на расстоянии 60 мм от края блока, затем все пропилы на расстоянии 80 мм от края блока. Глубина резания 25 мм. По нормативам штроба должна быть 25 на 25 мм, но при таких размерах его не очень удобно выламывать потом после прорезки канала. Когда глубина штробы чуть больше ширины, эта проблема уходит, поэтому все штрабы, кроме первой, я делал глубиной 25 мм, шириной 20 мм. После прорезки обоих сторон штробы остались недорезы в местах примыкания блоков. Их я прорезал потом отдельно, сняв направляющую с дисковой пилы. Вламывание сердцевины – простой и легкий процесс. Я воспользовался для этого мастерком, он же кельмер. Процесс настолько интересный, что дети с радостью отняли у меня инструмент и начали сами вламывать полоски газобетона. К слову, выломанный газобетон в дальнейшем я использовал, чтобы заглушить в газобетоне так называемые смарт-лок отверстия. Если этого не сделать, то клей для газобетона при заливке обязательно будет туда уходить и оголять арматуру, ослабляя сам армирующий слой. Ну вот и все. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии и делитесь ссылкой на видео в социальных сетях. Это сильно поможет в развитии канала. А я прощаюсь с вами до новых видео. И помните, впереди еще будет много интересного, ведь стройка только началась.